Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам представить на обзор вентилятор фирмы Iceline. Модель вентилятора TFVE-1243 или 1243. Такая вот коробка, вот в такой вот он коробке идет. Сюда он был положен в разобранном виде. К вентилятору идет инструкция, небольшой крепеж, чек. Вот такая вот аж целая схема нарисована к этому вентилятору. Как он собирается. Размер лопастей вентилятора 30 сантиметров. Он не очень маленький, такой солидного размера достаточно. По сборке много информации вы не найдете. Открутите гайку для фиксации решетки. Установите заднюю решетку. Завинтите эту гайку. Дальше установите лопасти. Завинтите вторую гайку. Вторая гайка вертится по часовой стрелке. Заворачивается. Обратите внимание, у нее обратная резьба. То есть, вернее, заворачивается против часовой стрелки. Это верхняя гайка. И третье, установите вторую решетку. Вот и вся инструкция. Больше никакой инструкции здесь нет по сборке. Вот так вот вентилятор выглядит в собранном виде. Здесь вот у него 3 кнопки. Это выключить, это первая скорость. Это вторая, это третья. Шумит не сильно, поскольку собран нормально. Вот. Решетка, друзья, у него вся кривая, косая. Видите? Просто. Он весь кривой и косой. Вот эти вот штуки, чтобы отодвинуть, это надо такое усилие. Я не знаю, это надо вот взрослому мужику делать. Девушка не справится с ними. Вроде бы все просто, да, должно вот так вот вверх. Но нет, даже без второй решетки эта штука настолько заклепана, и все они, что надо со всей силы, вот просто с дури, вот эти штуки отгибать и загибать при сборе вентилятора. Внизу вентилятора для чего-то в самый низ решетки вставляется вот такой вот узкий винтик, на обратной стороне его гайка. В инструкции написано, его надо вернуть. Зачем, не знаю. Я думаю, это, конечно, лишняя деталь, она его очень портит. Винтик по цвету никак к вентилятору не подходит. Видите, как убого смотрится. Провод у вентилятора тонкий. Вилка вот такая вот убогая. Не евро. Такая, знаете, из 80-х годов, советская. В общем, все ужасно по-дешмански сделано. И самое интересное, вот здесь вот у вентилятора, друзья, должен быть шилдик. Кстати, когда вот эту вот штуку я вставлял в вентилятор, вот эта вот часть, она просто вставляется в подставку. Здесь куча усов всяких торчит. Их очень сложно не обломать, но я все-таки постарался, у меня получилось это сделать. Но назад вы ее уже точно никогда не вытащите. И еще сзади крепится вот такими вот 2 болтами толстенными. Не знаю для чего, но это вот так вот сделано. Обратная сторона этой подставки. Помимо того, что у вентилятора решетка вся кривая, косая, вентилятор жутко воняет смазкой, которая на него нанесена. Надо отдать должное, он вращается влево-вправо. То есть вот сюда вот нажимаем. Вот так вот работает. Сейчас покажу. Дует неплохо. То есть дует он действительно неплохо. Также он регулируется вверх-вниз. Вот так вот. Вверх-вниз. Это тоже нормально. Вполне.
К этому вентилятору еще в комплекте должен идти вот такой вот шилдик. Вот сюда вот посередине он крепится. Шилдик есть, написано Iceline. Но не поверите, друзья, шилдик есть, а никакого крепежа, никаких винтов к нему сзади к этой сетке нету. Просто лежали две вот эти вот решетки и отдельно шилдик. Просто так вот кинули, прикрепить его к вентилятору невозможно. Что уже говорит о высочайшем качестве данного девайса. Так что покупать я вам его ни в коем случае не рекомендую. Просто выкинете деньги. Вот, друзья, вот так вот выглядит непосредственно вот эта вот хреновина, которая должна была быть в центре вентилятора. С обратной стороны, я так полагаю, должны быть тоненькие болтики с большими шляпками, хотя бы 3 штучки, чтобы с обратной стороны решетки ее можно было прикрепить. Но ничего такого в комплекте не шло. Так что вентилятор сейчас выглядит вот так вот у меня. Просто решетка, контрагайка, держащая лопасти. Она, правда, такая достаточно симпатичная. Сами лопасти и решетка, которая сверху, причем очень кривая. Причем это вот так вот на заводе было сделано, закреплено. Видите? Это крюк, который не снимается. Вот так вот криво сделан. А должно было быть это вот так вот он. Но она, конечно, держаться не будет. Сейчас я аккуратненько. То есть, по идее, он должен быть вот таким вот, ребята. Вот с таким вот центром, где написано Iceline. Типа ледяная линия или морозная линия, что-то в этом роде. Но эта хрень, конечно, держаться не будет. Вот такой вот вентилятор. На этом обзор именно на вентилятор я заканчиваю. Всем пока. Ну, я бы его брать не рекомендовал за ту цену, за которую его продают. В ДНС он стоит 1200 рублей. Это, я считаю, для него очень дорого. Хоть и на 30-сантиметровый. Красная цена ему рублей 500. Вот это вот всей хрени. Все, всем пока, друзья. Пишите свои комментарии.